Послание ангелов, духовное исцеление. Благословенная душа, замри на миг. Архангел Гавриил спускается, чтобы прервать течение твоего дня и объявить то, что изменит твое сердце навсегда. Это не просто утешение, это небесный указ, исходящий прямо от престола Творца. В этот момент Гавриил, вестник Божий, провозглашает над твоей жизнью новую реальность. Завеса тьмы снята, то, что связывало, разрушено. Ветер перемен уже дует, и его дыхание несет покой, исцеление и изобилие. Ты входишь не в паузу между испытаниями, а в новую эпоху своего бытия, где покой становится твоей атмосферой, исцеление – естественным состоянием, а изобилие – постоянным спутником. Это не надежда на перемены, это сами перемены. Все, что раньше заставляло тебя бороться за дыхание, теперь будет питать тебя жизнью. Все, что тянуло вниз, теряет силу. Господь сказал: хватит тревоги. И его слово стало реальностью. Архангел Гавриил видел, как ты жил с поднятыми плечами, готовясь к очередному удару, как спал, не находя отдыха, и просыпался с тяжестью, которая казалась вечной. Видел, как ты пытался заслужить покой, будто это привилегия, а не право, данное Богом. Ты привык жить в напряжении, ожидая беду даже в тишине. Но теперь эта тишина наполняется светом. Она больше не угроза, она лекарство. Гавриил был рядом, когда ты искал облегчение в делах, в шуме, в движении. Когда заполнял жизнь активностью, чтобы не слышать внутренний голос усталости. Он видел, как ты искал утешение в привычках, в покупках, в разговорах, лишь бы не остаться наедине с пустотой. Но покой не приходит извне. Он пробуждается, когда ты перестаешь убегать от самого себя. Бог наблюдал, как ты пытался исцелиться своими силами, читал книги, пробовал методы, советовался с врачами и духовными наставниками, надеясь найти ключ. Но то, что ты искал, всегда было внутри. И сегодня небо открывает тебе это. Покой не цель, а исходное состояние твоей души. Исцеление не процесс, а возвращение домой. Ты устал гнаться за изобилием, создавая его руками, но теперь изобилие приходит от веры. Гавриил напоминает: все, что принадлежит тебе по божественному праву, возвращается. Потоки, которые были перекрыты страхом, начинают течь. Уйдет изнуряющая суета, исчезнет иллюзия борьбы. Вместо нее придет уверенность, глубокая, как дыхание Бога. Закрой глаза и произнеси от сердца: я принимаю слово Архангела Гавриила. Пусть покой станет моим домом, а изобилие – моей природой. Напиши эти слова в комментариях, чтобы утвердить их в своей судьбе. Подпишись на канал Время Ангела, поставь лайк и дослушай это послание до конца. И пока звучат его слова, почувствуй, как напряжение уходит, тревога растворяется, а вместо нее приходит свет, который останется с тобой навсегда. Дитя небес, пришло время услышать главное. Архангел Гавриил раскрывает перед тобой свиток истины, которую змея пыталась скрыть от человечества. Ты молился о покое, но тревога не уходила. Искал исцеления, но боль возвращалась. Просил об изобилии, но нужда преследовала тебя снова и снова. И в какой-то момент ты начал сомневаться не только в молитве, но и в том, слышит ли тебя Бог вообще. Он видел, как ты постепенно привык к беспокойству, как стал считать болезнь неизбежной, а недостаток своей участью. Мечты о спокойствии, здоровье и благополучии начали казаться тебе наивными фантазиями. Но сегодня небо открывает истину. Вся эта борьба была результатом присутствия змея, который блокировал твой доступ к благословениям, предназначенным тебе изначально. Змей создавал шум, чтобы ты не слышал голос. Он вносил сомнения, чтобы лишить тебя уверенности, и искусственно создавал дефицит там, где Бог заложил изобилие. Но теперь завеса снята. Настало время восстановить истину о том, кем ты был сотворен. Ты не создан для жизни в постоянном стрессе. Твое тело не предназначено для хронической болезни. Твоя душа не создана для страха. Когда Бог создавал тебя, Он вдохнул в тебя свое дыхание, дыхание мира. В твоей духовной ДНК заложена способность оставаться спокойным даже в эпицентре жизненных бурь. Этот покой не результат обстоятельств, а внутренний источник, данный свыше. Гавриил говорит: исцеление не то, о чем тебе нужно умолять. Это уже часть твоего существа. Я вложил в твое тело способность к самовосстановлению, в душу силу прощения, а в дух – источник обновления. Болезнь и боль – лишь вторжение, искажающее совершенный замысел. Но я восстанавливаю тебя. Изобилие – это не привилегия избранных, а естественное наследие сынов и дочерей Божьих. Бог не создавал тебя для нехватки. В Его царстве нет ограничений на ресурсы и возможности. Скудость – это ложь, посеянная змеем, чтобы заставить поверить, что Бог не обеспечит тебя.
Останься до конца, ведь в заключении этого откровения ты поймешь, как активировать этот поток благословений в своей жизни уже сейчас. Покой, который дает Гавриил, это не отсутствие проблем, а присутствие уверенности. Он проистекает из знания, что каждая деталь твоей жизни под контролем Бога. Исцеление, которое Он изливает, не ограничивается телом. Оно касается эмоций, мыслей и духа. Эмоциональные раны, которые кровоточили годами, закрываются без следа. Мысли, что держали тебя в плену, растворяются под действием света. Духовные блоки, мешавшие расти, исчезают. Изобилие, которое к тебе приходит, выходит за рамки денег. Это изобилие радости, любви, внутренней силы и мудрости. Ты не просто получатель этих благословений, ты их полноправный владелец. Покой не приходит извне, он пробуждается изнутри. Исцеление не навязывается, оно вспоминает свой первозданный код. Изобилие не спускается сверху, оно раскрывается в тебе как семя, дождавшееся весны. Сегодня Господь не дает тебе чего-то нового, Он возвращает тебе то, что всегда принадлежало по праву. Змей, который обманом украл твой покой, теперь изгнан. Его ложь о нехватке разрушена. Все, что было искажено, возвращается к своему истинному состоянию. Теперь тебе не нужно бороться за благословения. Ты входишь в измерения, где они текут естественно, как дыхание. Покой становится твоей первой реакцией на бурю. Исцеление работает во всех сферах твоего бытия. Изобилие перестает быть мечтой, оно становится твоей нормой, твоим состоянием, твоей реальностью. И прежде чем мы продолжим, вдохни глубоко и позволь этой истине закрепиться внутри. Если ты чувствуешь, что это послание Гавриила коснулось твоего сердца, поддержи канал «Время Ангела», становись спонсором. Благодаря твоей помощи такие слова смогут дойти до тех, кто еще ищет свой путь к покою, исцелению и изобилию. Все подробности и ссылки в описании под видео и на странице моего канала. Благодарю тебя, благословенная душа, скоро изобилие станет естественным дыханием твоей жизни. Оно больше не будет восприниматься как награда за усилия, но как доказательство твоей божественной природы. Добро пожаловать домой, в реальность, где ты создан быть в покое, исцелении и полноте. Сейчас настало время раскрыть духовную механику нового сезона, в который ты входишь. Понимание этих принципов поможет не только войти в него, но и удержаться, когда старые шаблоны будут пытаться вернуть тебя к прежним привычкам страха и нехватки. Покой, который я приношу, проявляется на 3 уровнях. Первый уровень – это покой разума. Мысли, которые метались, как испуганные птицы, теперь обретают порядок. Внутренний шум утихает. Беспокойства, которые крутились в голове, словно заевшая пластинка, растворяются под светом нового рассвета. Вместо тревожных цепочек – ясность. Решения принимаются легко. Ты начинаешь видеть события не через призму страха, а через мудрость. Планировать будущее теперь не страшно, оно перестает быть угрозой, потому что ты чувствуешь, что управляешь им не один. Второй уровень – это покой эмоций. Буря чувств, в которой ты жил, наконец утихает, эмоции не исчезают, но становятся зрелыми. Радость теперь глубже, печаль мягче, а гнев справедливее. Все приходит в баланс. Внутренние качели, на которых ты был столько лет, останавливаются, и ты находишь середину, устойчивое благополучие, в котором чувства не разрушают, а служат. А третий уровень – это покой духа. Это покой не от мира сего, а покой, исходящий из абсолютного доверия. Это уверенность в том, что Бог всегда верен тебе. Даже если временно приходят трудности, твой дух больше не колеблется. Ты знаешь, все обращается во благо. В этом знании ты становишься непоколебимым. Теперь послушай о законах исцеления, ведь они тоже подчиняются небесному порядку. Первый закон – это исцеление изнутри наружу. Человек привык лечить только симптомы, но небесное исцеление начинается с духа. Оно пробуждает твою сущность, исцеляет душу, а уже потом отражается в теле. Поэтому ты можешь ощущать внутренний мир и облегчение еще до того, как физические признаки болезни исчезнут. Это не иллюзия, это первый зов восстановления. Второй закон – это исцеление через покой. Когда ты перестаешь бороться, внутри включаются естественные механизмы исцеления. Стресс останавливает восстановление, а покой активирует. Именно поэтому Бог вводит тебя в сезон покоя, чтобы тело, разум и дух синхронизировались. Покой – не слабость, это инструмент исцеления. И третий закон – это исцеление через прощение. Все, что держит сердце в оковах, мешает телу исцеляться. Непрощенные обиды, подавленный гнев, внутренняя горечь – это яд, который медленно разрушает жизнь.
Когда ты отпускаешь, ты не оправдываешь зло, ты освобождаешь себя. Прощение – это акт духовной гигиены, очищающий тебя от боли, чтобы тело могло восстановиться полностью. А сейчас я открою тебе принципы изобилия. В новой реальности изобилие не измеряется накоплением, оно живет потоком. Мир учил тебя удерживать, копить, бояться потерять, охранять. Но это язык дефицита, который принесла змея. Божье изобилие работает иначе. Это река, а не хранилище. Чем больше течет, тем больше поступает. Твоя задача не охранять, а направлять поток, позволяя благословению проходить через твою жизнь, не останавливаясь на страхе. Драгоценная душа, твой сезон покоя, исцеления и изобилия уже начался. Почувствуй, как тишина становится твоей силой, как прощение очищает пространство, как благодарность превращает каждый день в источник. Напиши в комментариях: «Я принимаю покой, исцеление и изобилие Архангела Гавриила», и этим ты откроешь врата своей новой реальности. Все, что было в смятении, приходит в гармонию. Все, что было в разладе, соединяется в едином ритме. И пусть этот день станет первым днем твоего нового мира, где изобилие течет, как вечная река, а покой правит, как корона света. Архангел Гавриил обращается к тебе сегодня с посланием, которое должно стать основой твоего нового времени. Все, что происходит, не случайность. Это не просто период удачи. Это начало новой реальности, где изобилие, покой и исцеление становятся твоей нормой. Но чтобы войти в нее осознанно, нужно помнить 3 священных принципа. Первый принцип – это благодарность. Она – ключ к дверям изобилия. Благодарность за то, что уже есть, умножает благословение. Жалобы, недовольство, сравнения, наоборот, перекрывают поток. Начинай каждый день с простых слов. Спасибо, Господи, за воздух, которым я дышу, за воду, которая утоляет жажду, за крышу над головой. Когда ты учишься видеть ценность в малом, ты становишься готовым принять великое. Второй принцип – это щедрость. Изобилие не удерживается, оно циркулирует. Чем больше отдаешь, тем больше возвращается. Поделись едой, временем, поддержкой, добрым словом. Это не потеря, это вложение. Щедрость открывает канал, по которому движется Божья благодать. Третий принцип – это доверие. Настоящее изобилие приходит не к тем, кто все контролирует, а к тем, кто доверяет источнику. Бог не конкурент тебе, Он партнер твоего процветания. Работай, действуй, но в осознании, что результат исходит не только из твоих усилий, а из Его воли. Но знай, с переходом в новое состояние приходят и 3 опасности. Первое – это ностальгия по борьбе. Некоторые души так привыкли к хаосу, что в покое чувствуют тревогу. Если ты замечаешь, что ищешь повод для стресса, остановись. Это не твоя природа, а старый шаблон. Вторая опасность – вина за благополучие. Враг может шептать, что ты не заслуживаешь мира, пока кто-то страдает. Это ложь, ведь твое изобилие не отнимает, оно умножает. Когда тебе хорошо, ты способен помогать другим. А третья опасность – это отрицание источника. Когда жизнь становится стабильной, есть риск приписать все себе. Помни, откуда пришло благословение. Не гордость, а благодарность должна быть твоим спутником. Чтобы понять глубину этого перехода, послушай пример. В древние времена жил человек по имени Неемия. Когда он услышал, что стены Иерусалима разрушены, сердце его наполнилось скорбью. Он постился, молился, и Бог дал ему разрешение восстановить город, обеспечил ресурсами и защитой. Неемия не просто строил стены, он восстанавливал образ жизни народа. Там, где был страх, воцарился мир. Там, где было разрушение, пришло процветание. И обрати внимание, строители держали в одной руке инструмент, а в другой – меч. Они одновременно возводили и охраняли. Так же и ты. Одной рукой строй новые привычки покоя, благодарности и изобилия, а другой защищай их от старых мыслей и страхов. Переход требует не только созидания, но и охраны того, что ты создаешь. Вот практические шаги для твоего нового сезона. Создай ритуалы покоя, утренняя молитва, прогулка в тишине, вечер благодарности. Не время, а регулярность создает устойчивость. Окружи себя людьми, которые усиливают твое исцеление, а не напоминают о боли. Заполни пространство тем, что несет радость, мягкий свет, аромат, музыка, растения. Удали все токсичное, что крадет энергию. Практикуй щедрость каждый день. Если не можешь делиться материальным, делись вниманием, теплом, участием. Изобилие – это не размер счета, это состояние твоей души. Запомни, ты не просто входишь в лучший период жизни.
Ты возвращаешься к своему естественному состоянию, для которого и был создан. Покой, исцеление и изобилие – это не награда за страдания, а возвращение в дом Отца, где ты всегда был любим. И сейчас настал решающий момент. Твой ответ определяет не только вход в этот сезон, но и глубину, с которой ты сможешь пребывать в нем. Если примешь его не поверхностно, а сердцем, ты войдешь в полноту изобилия, которой небеса готовили тебя все это время. Архангел Гавриил говорит: сейчас перед тобой стоит выбор, который на первый взгляд кажется простым, но на самом деле способен изменить всю твою жизнь. Ты можешь услышать эти слова, кивнуть и остаться тем же человеком, тем, кто живет в постоянном напряжении, кто привык ожидать трудностей, кто инстинктивно готовится к худшему. Ты можешь сказать: это звучит вдохновляюще, но моя жизнь всегда была сложной, из чего бы вдруг все стало по-другому. Этот выбор привычен, он не требует усилий, он безопасен, но он оставляет тебя в старом цикле. А можешь выбрать другое решение: стать новым человеком, тем, кто живет в покое, как в естественной среде, тем, кто видит исцеление не как исключение, а как норму, тем, кто ждет изобилия, потому что знает, это часть его небесного наследия. Этот путь требует смелости, поверить в реальность, которая пока не отражается в твоем опыте, но уже записана в Божьем плане. Первое, что тебе нужно сделать, перестать оправдывать свое беспокойство. Да, в мире хватает проблем, но твой покой не должен зависеть от их отсутствия. Настоящий мир – это не тишина вокруг, это уверенность внутри. Скажи: я выбираю покой, независимо от обстоятельств. Я верю, что Бог держит все под контролем, даже если я не понимаю как. Я передаю Ему свое право беспокоиться. Второе решение – перестать соглашаться с болезнью как с частью своей личности. Многие люди настолько срастаются со своими симптомами, что перестают видеть себя без них. Но сегодня это заканчивается. Провозгласи: я больше не называю себя больным. Я человек, который исцеляется. Мои симптомы не приговор, а процесс восстановления. Мое тело возвращается в гармонию. Третье решение – изменить мышление о деньгах. Бедность начинается не в кошельке, а в словах. Перестань говорить: я не могу себе этого позволить, у нас нет денег. Эти фразы создают реальность нехватки. Вместо этого начни говорить: я выбираю, как распоряжаться своими ресурсами, мой финансовый поток растет. Бог открывает передо мной новые источники. Замени язык ограничений языком возможностей, и энергия изобилия начнет течь свободнее. Но есть еще одно, самое важное решение – доверять Богу больше, чем своим чувствам. Эмоции могут обманывать. Они покажут тебе старую картину, даже когда новая уже написана. Когда поднимется тревога, скажи: это лишь эхо прошлого, оно уходит. Когда тело напомнит о боли, ответь: это последний след старой болезни, я исцеляюсь. Когда появятся трудности с деньгами, скажи: это просто переходный этап, изобилие уже идет. Пойми, все новое начинается с решения. Не с действий, не с обстоятельств, а с внутреннего согласия Богу. Сделай этот выбор прямо сейчас, прекрати цепляться за старое. Скажи: я выбираю покой. Я выбираю здоровье. Я выбираю изобилие. Я выбираю доверие. Это не просто слова, это момент духовного выбора. И Гавриил свидетельствует: тот, кто сегодня выберет веру, завтра получит духовное исцеление. Возлюбленная душа, Архангел Гавриил завершает послание последним и самым решающим шагом. Все, что ты услышал ранее, не просто слова, это инструкция к действию. И первый шаг – решение изменить окружение. Люди, которые постоянно жалуются, осуждают, видят лишь тьму, несут с собой вибрацию нехватки. Их присутствие ослабляет твой свет. Это не жестокость, это распознавание. Ты не обязан впитывать чужой негатив, чтобы доказать сострадание. Настоящее милосердие – это способность сохранять покой даже рядом с болью других. Пусть твое общение теперь строится вокруг тех, кто питает, а не опустошает. Если в твоем окружении пока нет таких людей, ищи их. Мир полон душ, стремящихся к свету. Присоединяйся к сообществу канала «Время Ангела», напиши свою историю в комментариях. Общайся с теми, кто смотрит вверх, а не вниз, кто видит возможности, а не препятствия. Измени и то, что впускаешь в свой разум. Твоя информационная диета формирует духовное состояние. Если день начинается с новостей о страхе, бедствиях и вражде, дух наполняется тревогой. Начинай утро с благодарности, с молитвы, с вдохновляющего слова. Короткое ангельское послание выходит каждый день на моем канале, удели ему минуту. Пусть первое, что входит в тебя, несет свет. Питайся тем, что усиливает веру, а не тревогу.
Следующее решение – стать благословением до того, как сам станешь полностью целым. Это закон изобилия, когда даешь, поток усиливается. Найди тех, кто проходит через то, что ты уже преодолел, и поддержи их. Расскажи, как ты вышел из тревоги, покажи путь к покою, поделись принципами изобилия с теми, кто сейчас живет в нужде. Ты не должен быть идеальным, чтобы служить, достаточно быть честным. Река, которая течет, остается живой. Та, что застаивается, теряет свежесть. Пусть благословение не останавливается на тебе, а течет через тебя дальше, к семье, к друзьям и коллегам, к незнакомым пока людям, которых приведет судьба. И самое главное, время решений пришло сейчас. Не откладывай на понедельник, не жди, пока станет удобно. Каждая минута промедления – это минута, проведенная в старом мире. Мир борьбы, нехватки и тревоги больше не принадлежит тебе. Вопрос, который перед тобой стоит, прост. Останешься ли ты в привычном или войдешь в благословенное неизвестное? Продолжишь ли мириться с болью как с нормой, или примешь исцеление как свое наследие? Останешься ли в ограничении или войдешь в изобилие, которое уже готово? Твой выбор определит не только твою судьбу, но и судьбы тех, кого коснется твоя трансформация. Ведь твой свет – это не только для тебя, он станет ответом на молитвы других. Дитя небес, наш разговор подходит к концу, но в действительности это только начало. Все, что происходило в эти минуты, не просто вдохновение. Это акт сотворения новой реальности, твой сезон покоя, исцеления и изобилия уже открыт. Змея убрана навсегда. Эти факты не зависят от твоего настроения или внешних обстоятельств. Они закреплены Словом Господа, Словом, которое создает миры. В ближайшие дни ты начнешь замечать перемены. Утром будет больше мира, чем вечером накануне. В течение дня ты станешь спокойнее, чем обычно. Вечером вместо тревоги придет благодарность. Исцеление начнется волнами. Сначала в чувствах, боль уйдет из старых ран. Потом в теле появится энергия, улучшится сон, исчезнут симптомы, к которым ты привык. Ты входишь в жизнь, где благословение становится дыханием, а покой – твоей сутью. Не сопротивляйся этому процессу, прими его. Все уже решено, и решение это в твою пользу. Архангел Гавриил напоминает, духовное исцеление начинается не с чуда, а с внутреннего дыхания, с возвращения радости, которую ты когда-то потерял. Она проявится в легкости твоего общения со светом, в свежести восприятия истины, в желании снова творить. Ты почувствуешь, как вдохновение становится естественным состоянием. Мысли станут яснее, решения чище, а слова мудрее. Люди будут искать твоего совета, и это станет первым признаком изобилия. Потому что богатство начинается не в кошельке, а в твоем духе. Постепенно духовное наполнит и материальное. То, что ты раньше искал через усилия, начнет приходить само. Но запомни, это не награда и не результат борьбы. Это проявление благодати, восстановление твоего изначального права быть в изобилии. Все, что приходит, приходит не для гордости, а для благодарности. Прими и носи свои благословения с мягкостью, зная, что все это – выражение любви Творца к тебе. По мере того, как твой внутренний покой укрепится, ты осознаешь, сила не в контроле, а в доверии. Настоящее могущество не в том, чтобы управлять обстоятельствами, а в том, чтобы оставаться спокойным, когда они меняются. Это и есть зрелость духа. Когда исцеление наполнит каждую часть твоего существа, ты поймешь, что здоровье – это не отсутствие боли, а присутствие божественной жизни во всем, что ты есть. Когда изобилие станет твоей нормой, ты ощутишь, истинное богатство не в том, сколько ты собрал, а в том, сколько можешь отдать, не обедняя. Ведь отдавая, ты только увеличиваешь поток. Идя вперед, знай, Гавриил идет впереди тебя, прокладывая путь. Каждый новый день принесет подтверждение того, что жизнь изменилась. Ты заметишь, что препятствия больше не пугают. Они становятся мягче, потому что опора внутри тебя – покой. Раны заживают быстрее, потому что в тебе действует сила света. Нехватка восполнится в нужный час, потому что ты подключен к источнику безграничного изобилия. Твоя жизнь становится живым свидетельством того, что Бог все еще творит чудеса, все еще исцеляет больных, все еще превращает недостаток в избыток. Люди, глядя на тебя, будут видеть, что надежда жива. Пусть твой покой станет утешением для тех, кто тревожится. Пусть твое исцеление станет подтверждением для тех, кто страдает. Пусть твое изобилие станет доказательством того, что небеса щедры. Змея убрана, путь очищен. Сезон покоя, исцеления и изобилия начался. Это не вершина, это рассвет. Иди в мире, дитя света. Все, что ты ждал, уже на пути к тебе. Твоя новая реальность готова принять тебя.
Благословенная душа, этот момент, не просто вдохновение, это прикосновение света. Все, что ты услышал, уже начало действовать. Архангел Гавриил окружает тебя крыльями покоя и возвращает тебе способность жить без страха, без спешки, без боли. Покой, которого ты так искал, теперь становится твоим естественным дыханием. Поделись этим видео с теми, кто устал бороться, чтобы и их сердца вспомнили, что исцеление начинается изнутри. Если это послание принесло тебе тепло и тишину, если ты почувствовал, как напряжение уходит, оставь слова благодарности в комментариях. Пусть это будет твоим откликом на прикосновение Гавриила и знаком согласия на новую жизнь в мире и изобилии. Поставь лайк и подпишись на канал «Время Ангела», чтобы оставаться в потоке посланий, которые укрепляют дух и возвращают душу в ее истинное состояние. Сохрани это видео и возвращайся к нему, когда захочешь вновь ощутить мир внутри. Пусть оно напоминает тебе, покой – это не цель, а твоя природа. Архангел Гавриил утверждает печать духовного исцеления на этих словах. И отныне ты живешь в ритме света, где все дышит любовью. Аминь.